Привет, друзья! Я Саша, добро пожаловать на мой канал. Знаете, бывают такие моменты, когда очень хочется чего-нибудь вкусного, сладкого, но так, чтобы без угрызений совести. То есть хотя бы чуть-чуть не вредного. Вот сегодня как раз такой рецепт. Будем делать один из моих самых любимых шоколадных десертов – брауни, но без пшеничной муки и без добавления сахара. И это очень-очень вкусно. И делать совсем не сложно. Вот реально, тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Сразу разогреваем духовку до 180 градусов и также заранее застилаем, прокладываем форму бумагой для выпечки. Оставляйте пару сантиметров на бортиках для того, чтобы брауни было легко из формы извлечь. Форма у меня, как видите, совсем небольшая, потому что иметь дома много брауни – это опасно, знаете ли, потому что остановиться на одном кусочке просто невозможно. Impossible. Вот нереально. Поэтому я готовлю всегда чуть-чуть. И стараюсь быстро заморозить. В общем, застелили форму бумагой и пока в сторонку. Главным ингредиентом для брауни является шоколад. Поэтому шоколад берите вкусный, хороший шоколад. У меня шоколад темный, 72%, и да, я знаю, что в нем все-таки содержится сахар, но меньше, чем в молочном, и опять же, если хотите, вы всегда можете взять шоколад без сахара. Рубим, режем, ломаем шоколад на небольшие кусочки и складываем в емкость, которую можно будет поместить над подкипающей водой, на водяную баню. И туда же добавляем сливочное масло, порезанное также небольшими кусочками, кубиками или чем там у вас получится его нарезать. Теперь необходимо это поместить над слегка кипящей водой, подкипающей, чтобы полностью растопить и тщательно перемешать. Сначала ничего не мешаем, даем маслу и шоколаду подтаять, а затем уже помогаем лопаткой, все это перемешивая и полностью растапливая. Хорошо собираем со стенок, чтобы к ним ничего не приставало. И уж точно, чтобы ничего не подгорало. Как только все растопится, перемешается, сразу снимаем с огня. Нужно дать шоколадной смеси немного подостыть. Периодически ее перемешиваете. Кстати, растопить все это можно также в микроволновке. Короткими интервалами, постоянно мешаю, чтобы, опять же, ничего не сгорело. В общем, даем чуть-чуть подостыть, а пока продолжаем заниматься делом. Берем чашу для смешивания, туда добавляем яйца комнатной температуры, обязательно комнатной температуры, поэтому достаньте из холодильника их заранее. Вместо сахара я буду использовать сахарозаменитель. Если не хотите, можете использовать обычный сахар, белый сахар, коричневый сахар, какой хотите, или можете последовать моему примеру. В общем, решать вам. И теперь необходимо яйца с сахаром или с сахарозаменителем хорошенько взбить с помощью миксера до посветлевшей однородной массы. В процессе пританцовываем, так десерт получится еще вкуснее. Все взбили, теперь вводим туда шоколад. Не переставая работать миксером на средней скорости, вливаем его тонкой струйкой. Обязательно собираем все до последней капли. Добавляем немного молотого кофе. У меня кофе с карамельным вкусом, чтобы получилось еще изысканнее. И ванильный экстракт. Пару чайных ложек. Все это еще раз хорошо перемешиваем. Вместо пшеничной муки я буду использовать миндальную муку или пудру. С ней брауни получается нежнее, вкуснее, и без глютена, что тоже плюс. И для еще большей изысканности я добавлю пекан. Можно использовать грецкие орехи, можно добавить миндаль, фундук, даже арахис. Достаточно крупно рубим орехи ножом, чтобы они там все-таки чувствовались, не в пудру. Добавляем в чашу. Сейчас уже все перемешиваем просто лопаткой, вмешивая миндальную муку, орехи, чтобы это все там тщательно и равномерно распределилось. Пахнет просто нереально. И смесь для брауни готова.
Переливаем ее в форму, застеленную бумагой для выпечки. А мне что-нибудь останется? Это тебе. Так, лопатка мне еще нужна. У меня своя есть. Вот ничего не осталось. Я с этими силиконовыми лопатками все выскреб. Хоть языком теперь вылизывай. Все это хорошенько разравниваем сверху. Вкусно? Я тут уже разравниваю. Ты пошел, да? Позови, когда будет готово. Сверху еще немного порубленного пекана. Несколько половинок можно положить целиком. И для еще большей изысканности пару щепоток крупной соли. Я использую флёр-де-сель, соль, привезенную с острова Рэ. Если вы смотрели наше велопутешествие, значит, понимаете, о чем я. Вот. Теперь полный порядок можно ставить в духовку. Выпекаем брауни 20-25 минут. И здесь самое главное не пересушить. Когда там почти полностью все схватится, можно доставать. Да схватится брауни уже при остывании. В этом случае лучше не допечь, чем перепечь. В общем, следите. Пахнет это просто нереально. Надо ли говорить, что сейчас во всем доме пахнет шоколадом, ванилью? В общем, бонусом вы получаете к этому десерту еще и шоколадную ароматерапию, мгновенно улучшающую настроение. Даем немного отдохнуть в форме, чуть-чуть, вот чуть-чуть там постоять, затем прямо с бумагой извлекаем и даем уже полностью остывать. Нарезать брауни на квадратики, прямоугольники, в общем, на что там хотите нарезать, лучше уже в остывшем виде. Я десерт этот люблю даже не просто остывшим, а слегка охлажденным, тогда серединка еще лучше схватывается. У меня слюноотделение повышается просто брауни рядом, а еще пока не во рту. Все, не могу. Здесь все прекрасно. Шоколад, пекан, вот эти крупиночки соли. Идеально. По-моему, пора призывать дегустационное бюро, потому что у меня слова закончились. Это очень вкусно. Дегустационное бюро всегда радо стараться. Пожалуйста, сейчас все испробуем, все продегустируем. Пахнет шоколадно. Какой, какой нежнючий. Такой, он прям тает во рту всей своей шоколадностью. Как вкусно. Очень вкусно. Очень, очень вкусно. Всем срочно надо. Список всех ингредиентов, как всегда, сможете найти в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки. Не забывайте их ставить. Пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Всем желаю отличного настроения. До новой скорой встречи. Пока-пока. А микрофон включен? Да. Что, наверное? Да. Так, а я тебе могу дать. А эти кусочки видны? Нет. Только ты видно. Сам-то видно. Тебе с ложечкой или ты рукой возьмешь? Рукой, конечно. Что Так. там это, сиськи найти.